Доброе утро. Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня 7 июля 2021 год. И сегодня мы будем определять, когда же нам убрать чеснок. Чтобы и не сильно рано, и не сильно поздно. Сразу скажу, что лучше убрать немножко раньше, чем передержать. Но мы опять же зависим от погодных условий. Знаю, что южные регионы у нас сильно заливало дождями последние дни, поэтому им, в принципе, по срокам уже как бы пора и копать. Но из-за того, что грязно, нужно немножко подождать. Я думаю, 3-4 дня для того, чтобы выйти в поле, в данный момент еще не критично. Но многие беспокоятся, многие звонят, когда же правильно выкопать чеснок. Итак, сегодня сделаем такое небольшое экспресс-видео. Раньше я подробно это разбирал и показывал наглядно. Я думаю, вот здесь я поставлю ссылочку на это видео. Рекомендую посмотреть. Итак, на что мы смотрим? Тут у меня растений с стрелкой нет. Но многие оставляют одну стрелку на грядке, чтобы по ней ориентироваться. И многие оставляют на воздушку, на семена, на размножение. По ней тоже, соответственно, ориентируются. Но, как на мой взгляд, ориентир по стрелке не особо точный, поэтому нужно смотреть, скажем так, на 3 основных показателя. Первое, на что мы смотрим, это стрелка. Она должна выровняться и начать, если их у вас много, чтобы начали они лопаться. Это уже признак того, что чеснок копать можно. Более точно определяем уже по состоянию самой листвы. Как видите, я выкопал 2 среднестатистических растения со своего участка. Одно побольше, другое поменьше. То, которое поменьше, размер где-то до 5. Как видите, уже на нем листва более пожелтевшая. Здесь размягчается сам стебель, уже видите. То есть уже чеснок полностью готовится к отдаче всех питательных веществ из ботвы к головке. Они в данный момент сейчас переходят. Растение, которое побольше, как видите, оно еще упругое, твердое. Листва еще вполне зеленая. То есть смотрим, чтобы растение уже размягчилось, чтобы осталось, грубо говоря, 3 листа, и они уже до половины пожелтели. И основной критерий, на который мы смотрим, если у нас в таком состоянии уже чеснок, мы выкапываем головку и смотрим на эти междузубковые перегородки. Тут, я не знаю, видео передает, вроде бы сейчас потихоньку приближу и будем смотреть. Как видите, здесь перегородки еще четко не выраженные и присутствует молочность зубков, то есть копать еще немножко рано. Перегородки где-то до миллиметра на зубках. И нужно еще немножко подождать. То есть, когда эти перегородки станут четко выраженные, они станут как волоски, как паутинка здесь, между зубками. Это уже ориентир на то, что уже нужно копать. То есть, разрезаем, смотрим и примерно определяем сроки. На мой взгляд, где-то еще дней 5 неделя и нужно будет копать, чтобы не передержать. Из-за чего я не рекомендую копать раньше времени. Скажем так, сильно раньше времени. То есть на 2-3 дня можно раньше времени выкопать. Это не проблема. Даже, скажем так, на 5 дней. В таком состоянии, в принципе, уже копать можно. Но в том случае, если вы будете держать его еще на ботве, где-то под навесом, на сквозняках, нежелательно на сильном солнце в жару, чтобы не было ожогов. Тогда, в принципе, он еще пока дойдут все питательные вещества в головку,
Вот, он еще дозреет в это время как раз. Вот. Ну, не все могут это делать правильно, скажем так. Некоторые обрезают. Вот. Он-то, конечно, дозреет, пригородки эти сформируются, но уже мы потеряем питательные вещества, которые остались в ботве. Вот. И мы потеряем, соответственно, в весе и размере. Это не особо критично скажется на весе и размере, но все же, скажем так, если что-то нужно делать, я сторонник того, чтобы делать это правильно. Вот, собственно, по этим критериям мы определяем. Как видите, уже верхняя чешуйка у нас разрушается. Вот. И как раз к времени уборки где-то вторая чешуйка будет отделяться. И чеснок будет шелушиться, будет чистеньким, красивым. Вот, собственно, и все. Дальше переходим к хранению. То есть я держу его на ботве. Вот, немного, буквально несколько дней, пока немножко питательные вещества отойдут. Вот, и пока докопаем чеснок. Пока мы докапываем все участки чеснока, он как раз у меня стоит связанный в пучках, или стоит, или висит под навесом на сквозняках. Вот, заканчиваем с уборкой и переходим к обрезке. Обрезаем мы, ну, грубо говоря, на палец, то есть 2-3 сантиметра. Корешки обрезаем. Тоже стараемся, чтобы немножко оставалось вот здесь корешков. Ну, буквально полмиллиметра достаточно. Главное, чтобы не нарушить донце. Вот. И закладываем на хранение. Я обычно это делаю на чердаке. То есть на чердак на неделю, чтобы он быстренько подсох. Чтобы не было никаких поползновений в сторону гниения. Вот. И потом уже переношу его под навес, где он хранится в ящиках, где его уже начинаем потихоньку калибровать. Вот, собственно, и все. Хочу сделать еще небольшое объявление для тех, кто звонил весной, в начале лета, и хотел бронировать чеснок. Эти заказы я все переносил до того, когда увижу, что у меня с урожаем будет. Вот, в принципе, уже мне видно, что урожай будет неплохой. Объемы примерно я уже могу себе представить, поэтому бронь, кто хочет сделать бронь на заказы чеснока себе, уже можете звонить, бронировать. В этом году продажа будет только сорт Любаша, и будут только головка и однозубка. Так что, кого интересует, номер будет в описании. Все, на этом буду заканчивать. Всем хороших урожаев, хорошей погоды во время уборки. Вот. Ну и всего самого наилучшего. До новых встреч.